Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы увидите сейчас, это расклад на неделю с 10 по 16 августа. Давайте сейчас посмотрим, что же вас ожидает, что интересного произойдет у вас, какие карты вам сегодня выпадут. Я напоминаю, Козероги, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет и будет резонировать с теми событиями, которые происходят в вашей жизни. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я всегда очень рада получать обратную связь с вашей стороны. Надеюсь на то, что вы обязательно напишите свою оценку этого расклада. Также можете поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых козерогов, если вы считаете, что им этот расклад подходит и перекликается с той ситуацией, которая есть в их жизни. Итак, Козероги, давайте посмотрим неделя с 10 по 16 августа. С понедельника по воскресенье на каждый день недели достаем по одной карте из основной, а затем из дополнительной колоды. И смотрим на те сочетания карт, которые у вас выпадают. И вместе с вами, соответственно, Козероги, разбираем те сочетания, которые у нас выходят. Та колода карт третья, которую вы сейчас здесь видите, это оракул «Зеленая ведьма». Он представлен в виде такой флористики, цветов. И на каждой из них есть определенный символ, который передает тоже энергетику этой недели для вас. Возможно, дает какой-то совет. Ее мы тоже для вас достанем. Одну карту из этой колоды для козерогов. Так, давайте посмотрим. Итак, начинаем. Начнем мы с основной колоды. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас есть. Так, начинаем мы с понедельника. Двойка пентаклей. Первая карта, которая у вас выпадает она с двойкой кубков, соответственно. И здесь можно говорить о том, что вот в таком сочетании можно говорить о том, что у вас какой-то, может быть, хаос в ваших, там, не знаю, ваших событиях, в вашей жизни, потому что вы здесь стараетесь, как белка в колесе, крутиться, все успевать, чтобы ничего из виду не упустить, потому что двойка — это всегда два варианта, как минимум, то есть две возможности, и вы стараетесь, возможно, из этих вариантов выбирать. Возможно, вы стараетесь здесь справляться как-то со своими эмоциями, которые меняют друг друга, сменяют постоянно. И также здесь есть двойка кубков, двойка чаш, которая также выпадает в дополнение. И в целом она тоже делает акцент на двойке. Она говорит о том, что вам здесь очень важно совмещать эмоции ваши, может быть, любовь или дружбу, с какими-то практичными делами, практическими. Как будто бы вы стараетесь лаврировать между чувствами и между материальными какими-то заботами, делами рабочими, возможно. Возможно, здесь речь о том, что вы стараетесь идти от периода просто там встречания, общения, какого-то свиданий к каким-то более серьезным шагам в ваших отношениях, к примеру. Или также находить какие-то компромиссы, опять-таки лаврировать в отношениях, то есть стараться сохранять дружеские, теплые отношения, любовные отношения, то есть находя баланс, находя золотую середину здесь. Могут быть какие-то финансовые качели здесь, но они в целом не портят вашего общего настроения, то есть достаточно все равно хорошее сочетание. Дальше у вас есть восьмерка жезлов, и восьмерка жезлов, обычно говорящая о быстрых, стремительных событиях в вашей жизни, о каких-то быстрых, возможно, переменах здесь, которые происходят, о каких-то сообщениях, которые могут иметь место быть во вторник. Давайте посмотрим еще здесь карта смерть. Да, возможно, здесь приходит сообщение какое-то к вам, которое заставляет что-то поменять
или поменять отношение к чему-то, потому что здесь какие-то прям стремительные, неизбежные перемены происходят. Возможно, завершается какой-то привычный уклад для вас. И события проносятся с огромной скоростью, резко обрывая старые процессы, которые у вас были, или какие-то ситуации, или мышление ваше, или отношения к чему-то, и открывают путь к чему-то совершенно новому, к новым целям, новым планам, которые у вас есть, потому что что-то быстро завершается, причем окончательно, бесповоротно, и ситуация прям молниеносно меняется, может быть, даже заставляя вас что-то переосмыслить, да, и в целом застает вас врасплох. То есть этот процесс трансформации, который с вами здесь происходит. У кого-то может быть какой-то как быстрый необходимый переезд или какая-то быстрая необходимая поездка, оставить позади старые места, куда-то мчаться, ехать, как смена обстановки или какой-то резкий поворот в вашей жизни, вот в любом случае, да, который происходит здесь. Я опять-таки повторюсь, какие-то известия, потому что по 8 жезлов это часто сообщения или телефонные звонки, то есть что-то, что по проводам происходит быстро, да, вы слышите или какую-то информацию получаете. И эти сообщения, соответственно, кардинально как-то меняют положение текущее ваших дел в этот период времени. И карта звезда, которая дальше у вас есть на среду, она говорит о том, что, возможно, у вас появляются другие цели, другие какие-то планы для вас важные, приоритеты, может быть, меняются, потому что звезда, она заставляет поставить себе новую цель или какую-то новую планку, соответственно, к чему следует идти, к чему стремиться. И вместе с королевой мечей, которая является воздушной стихией, возможно, здесь речь идет об общении с таким воздушным знаком зодиака. Возможно, здесь имеет значение весы-близнецы или водолеи, допустим. Возможно, здесь просто речь о том, что вы стараетесь быть более прагматичными, более продуманными в каких-то ваших целях, которые опять-таки перед собой ставите. Вы четко и ясно видите будущее, то есть четко смотрите на ситуацию, которая вас ждет дальше. Возможно, какой-то холодный расчет проводите. Возможно, здесь речь о надежде, но эта надежда и вера, она подкреплена строгой логикой. То есть вы как будто здесь мало чувств, здесь больше здравого рассуждения и расчета. То есть здесь ваши мечты, ваши высокие идеалы, ваши какие-то планы, они проходят вот эту проверку логикой, разумом, и вы прям стараетесь трезво оценить свои шансы на успех. Точно я смогу достичь этой цели или нет? Да, вот как будто бы оцениваете эту ситуацию. Если про работу, то вы стараетесь четко спланировать долгосрочные цели. То есть очень профессионально подходить к любым вашим идеям и продумывать заранее, оценивать там все риски, допустим, с которыми вы столкнетесь, и сможете ли вы прийти к той цели, которую вы себе придумали. То есть все равно холодный ум здесь помогает вам достигать эту мечту, которую вы себе поставили. Но в любом случае здесь логика прямо огромное значение имеет. Причем звезда — это карта Водолея, королева мечей, весы, близнецы, Водолеи. То есть важное значение может иметь воздушный знак. Может быть, какие-то цели или планы, которые вы обсуждаете с этим человеком, или вы честно прямо заявляете о своих планах окружающим людям. Но опять-таки делаете это очень и очень прямолинейно, то есть без обиняков, прям вот очень и очень четко говорите о том, что для вас важно. Следующая карта у вас карта 8 чаш. Здесь она называется отвергнутый успех. Да, почему так она называется? Здесь 6 пентаклей. Казалось бы, такое ведь сочетание каких-то как несочетаемых карт для вас, да, потому что 8 чаш, она о том, что вы в чем-то можете разочароваться, и вместе с 6 пентаклей, может быть, разочароваться в какой-то помощи. Возможно, разочароваться в том, что вы кому-то помогли, это не было оценено должным образом. Здесь вы можете по этой карте, допустим, как будто, знаете, если мы говорим о таком сочетании, но, может быть, вы стараетесь осознанно уйти от какой-то привычной для вас обстановки, да, потому что 8 чаш показывает уход ради духовного роста, ради поиска чего-то лучшего в вашей жизни, но с условием
того, что вы согласны помогать другим, или вы там готовы получать какую-то заслуженную материальную поддержку, к примеру. То есть в любом случае как готовы получать помощь, к примеру. Да, вот в таком сочетании, возможно, вы оставляете нечто, что перестало также вас питать. Не обязательно материально, может быть эмоционально, но делаете это очень достаточно таки аккуратно. Потому что в любом случае 8 кубков — это отказ от прошлого, как поиск смысла в каких-то новых возможностях, как увидеть новые горизонты, как будто готовы путешествовать в неизвестность. А 6 пентаклей, она о благотворительности, какой-то взаимной такой отдаче или обмене. То есть здесь может быть, знаете, может быть ситуация, где вы не чувствуете должной отдачи от кого-то и решаете, допустим, уйти от этой ситуации. Да? Может быть, вы вкладываете много усилий в работу, не получаете той зарплаты, которую хотите. Думаете, нужно что-то переосмыслить, переделать, уйти с этой работы, найти другую, к примеру. Или в отношениях что-то вас не совсем устраивает, думаете, что больше отдаете, чем получаете, тоже начинаете это честно обсуждать, проговаривать, да, и, возможно, принимаете решение что-то кардинально здесь поменять. Возможно, для вас старые ценности больше не работают. И поэтому вы, взяв с собой определенный свой опыт, багаж знаний, там, какого-то опыта, оставляете позади то, что больше вам не подходит, даже если вы вложили в это много усилий. Да, поэтому 6 пентаклей. И 2 жезлов, которая здесь есть, показывает человека, который тоже смотрит куда-то вдаль. То есть звезда, 8 чаш, 2 жезлов, смотреть вдаль, оценивать перспективу, строить какие-то планы на будущее, что для вас будет очень-очень важно на этой неделе, соответственно. То есть вы как будто бы стараетесь продумать будущее, варианты, будущие возможности для вас. Тут у вас очень много двоек на самом деле. И здесь можно говорить о том, что вы можете планировать какую-то поездку, возможно, поэтому 2 жезлов, как смотреть в будущее. Тут же еще 2, смотрите, 2, снова 2. Была 2 пентаклей, 2 чаш, 2 жезлов, 2 мечей. Все 2 здесь собрались, хоть и за счет разных колод, но собрались. И 2 мечей, которая здесь также говорит о том, что может быть какая-то ситуация выбора для вас, и она может быть для вас важна. Да? По 2 жезлов с 2 мечей она показывает как паузу. И, возможно, может быть какой-то как период сомнений. Как лучше поступить? Перед сложным выбором каким-то вы стоите, как будто стоите на перепутье, но стараетесь, может быть, закрыть на что-то глаза, как будто осознанно закрываетесь от какой-то информации, которая к вам поступает, и откладываете принятие важного решения на потом, потому что, может быть, боитесь сделать важный шаг первый, не видя полной картины. То есть все равно как будто бы делаете паузу, как откладываете активные действия, может быть, перед поездкой или перед каким-то уходом делаете паузу. Может быть, вы отказываетесь просто смотреть правде в глаза и как будто опять-таки останавливаетесь. Или у вас есть планы, но недостаточно пока что ресурсов ваших для их реализации здесь. То есть опять-таки как колебания, сомнения здесь, может быть, в отношениях, может быть, какой-то холод, прохладность или нежелание обсуждать какие-то кричащие проблемы, когда вы уходите от серьезного разговора, допустим. Или здесь может быть какая-то попытка, знаете, как будто усидеть на 2 стульях в надежде, что ситуация как-то сама собой решится, если мы говорим там о рабочих каких-то моментах. Но опять-таки здесь, скорее всего, вы от чего-то одного, что вам не сильно подходит, готовы уйти. Или от какой-то идеи, или от какого-то проекта уйти. Поэтому здесь вот, делая эту паузу, вы стараетесь осмыслить, разобраться с этой ситуацией. И дальше карта Луна, которая есть у вас в субботу, она тоже показывает, по сути, эти сомнения, потому что Луна, она изображает Луну, а Луна — это всегда страхи, это всегда какие-то накручивания себя, гиперболизация своих переживаний и страхов. И вместе с королевой кубков, картой водного знака здесь, королевой чаш, можно говорить о том, что вы здесь стараетесь, я не знаю, здесь, знаете, как больше появляется вот этих вот именно чувственных переживаний. То есть здесь вы погружаетесь вот в мир своего подсознания, своей интуиции, пытаетесь вот в чем-то интуитивно разобраться. Может быть, вы будете более эмоционально уязвимы здесь, более ранимы. Здесь, может быть, речь идет о каких-то скрытых
тайнах или каких-то скрытых страхах, которые вы бережно храните. Может быть, боитесь рассказать кому-то о своих чувствах или переживаниях, каких-то серьезных глубоких эмоциях. Может быть, вы о чем-то сильно переживаете и боитесь сказать о своих чувствах там другому человеку или о своих надеждах, о своих планах сказать кому-то, высказать их. Можете также проявлять какую-то эмоциональную зависимость или привязанность здесь, может быть, к другому человеку, к примеру, или частые перепады настроения могут происходить здесь. Вот что-нибудь в таком духе здесь может происходить. В целом, если говорить про работу, то может быть какой-то успех в делах, где нужна интуиция или какая-то работа с психологией, да, возможно. Но в целом здесь про работу можно говорить о каких-то рисках все-таки чаще, потому что есть Луна. А Луна — это всегда риск поддаться иллюзиям и чувствам, эмоциям, и неправильно, соответственно, какое-то решение принять. Карта Короля мечей, которая здесь у вас есть в виде воздушного знака, она у вас есть в воскресенье, может показать общение с, соответственно, королем таким мечей, это весы, близнецы или водолеи для вас. А также и вы можете здесь проявлять больше какого-то холодного расчета. Не так, как это было в субботу, а здесь вы по королю мечей, опять-таки карта Луна, да? Все равно карта Луна, она у вас в выходные дни сохраняется. Но если мы говорим о таком вот уже сочетании, говорим о сочетании не с кубками, да, а с мечами, то здесь о холодном разуме, о том, что вы стараетесь бороться своим разумом с какими-то иллюзиями или с какими-то страхами. Если в субботу переживали, боялись, страшились чего-то, то в воскресенье стараетесь разумом своим взять ситуацию под контроль. Возможно, так. То есть здесь стараетесь разобраться с какой-то неопределенностью, все разъяснить для себя, может быть, разоблачить какую-то ложь там, или победить страх, но логикой, здравым рассуждением, когда вы стараетесь справиться с какой-то тревогой, да, логичным рассуждением. Возможно, здесь вы много о чем-то думаете. Это может плохо сказываться там на вашем отдыхе, на вашем сне, поэтому здесь такой тоже момент может быть, если вы чересчур много думаете, потому что это такая ментальная карта размышлений. Такая может быть здесь вот какая-то вот такая вот ситуация. Может быть, попытка кем-то манипулировать тоже может присутствовать. Может быть, со стороны такого воздушного знака. Весы, близнецы, водолеи. И следующая карта, которую мы для вас здесь достаем, это карта Лимон. У вас выпадает карта Лимон. А Лимон, не знаю, в принципе, карта Лимон, которая выпадает у вас, она может говорить о том, она здесь называется клинзинг, да, то есть очищение. Она говорит о том, что вы хотите очистить что-то в своей жизни, то есть очиститься от какой-то ситуации или избавиться от чего-то, обновить энергию. Действительно, здесь будет такая возможность с картой смерти, как будто от чего-то отказаться, возможно, столкнувшись со своими страхами, тоже переживаниями, но избавиться от чего-то, посмотреть страхом в глаза. То есть вам есть прям какая-то необходимость у вас здесь на этой неделе избавиться от энергетического мусора, вот, который в вашей жизни есть. Может быть, от какого-то негатива, который обсуждается вокруг вас постоянно, или каких-то ваших обид. То есть вам по карте Луна нужно вывести вот эти вот пятна вашей жизни, какие-то нехорошие, которые у вас остаются, да, и нужно вот с помощью этого лимонного сока, лимонной кислоты это сделать. В любом случае здесь такая ясность приходит, какая-то бодрость с этим лимоном. И в любом случае здесь вы находитесь в таком состоянии перемен, потому что завершается один жизненный этап, я уже говорила по карте смерть, и вы переходите к началу нового этапа. Может быть, меняете мышление, потому что вы можете пересмотреть привычную обстановку, пересмотреть ваше окружение или пересмотреть ваш образ мыслей, возможно, отпустить что-то, что больше не служит вашему росту, и что-то по-другому начать планировать, по-другому в вашей жизни поступать или по-другому определенные шаги выполнять. Да? Возможно, примите решение, правда, от чего-то уйти. И поэтому здесь такие колебания с этими двойками, соответственно, у вас и есть. Итак, Козероги, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака я завершаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, кому нравится это видео, оставляйте ваши комментарии, я буду очень-очень рада ответить на ваши сообщения. До скорого!